Товарищи офицеры, товарищ Верховный Главнокомандующий, участники совещания к работе готовы. Начальник Главного оперативного управления генерал-полковник Русского. Здравия желаю, товарищи офицеры. Добрый день, добрый вечер, точнее, уважаемые товарищи. Сегодня в ходе совещания рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции на отдельных ее направлениях, заслушаем доклады командующих группировками войск о выполнении задач подчиненными ими группировками. Кроме того, на этой неделе российскими вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений. Давайте начнем работать. Слово Валерию Васильевичу Герасимову, начальнику генерального штаба. Прошу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня особо выделю два направления. Первое – это полоса ответственности группировки «Центр», соединения и воинские части 2-й и 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад. В ходе выполнения боевых задач наиболее отличились военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка 2-й армии, а также 9-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, а также личный состав подразделений Центра беспилотных технологий «Рубикон». Успешному проведению операции по окружению противника способствовали нанесение комплексного огневого поражения формированием вооруженных сил Украины на всю глубину их оперативного построения, а также осуществление изоляции района боевых действий с целью нарушения бесперебойного снабжения подразделений противника. В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейской Димитровской агломерации. Второе. На направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города, и в взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска. В окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад противника, а также 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Всего 18 боевых батальонов. Кроме того, соединения и воинские части группировки войск «Запад» продолжают успешно наступать на Краснолиманском направлении, завершается освобождение населенного пункта Ямполь. Также ведутся наступательные действия на остальных направлениях. За последние 2 недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города. Штурмовые отряды южной группировки войск освободили населенные пункты Дроновка и Плещеевка, продолжают ведение городских боев в Северске и Константиновке. Подразделение группировки войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, освобождены 6 населенных пунктов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева»
и 2 крылатых ракет воздушного базирования Х-102. Цели тренировки достигнуты. Доклад закончен. Спасибо, Владимир Васильевич. Я в завершении этой части нашей работы хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейской Дмитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей. Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований противника. И в этой связи хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Первое. В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен. Тем не менее, с нашей стороны это естественно, и нужно действовать и с пленными, обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации. Но армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием. И будем из этого исходить. Мы с вами неоднократно уже это обсуждали, вы мне докладывали о разных ситуациях, которые складывались на тех или других участках боевого соприкосновения. Вот в таком же режиме прошу действовать дальше. Ну и, конечно, в ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются живым щитом. Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы. Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил. При этом приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни наших военнослужащих. Ну, мы с вами говорим об этом постоянно, и я знаю, как вы сами к этому относитесь. У нас, как мой подход тоже вам известен, мы каким-то датам, каким-то событиям ничего приурачивать не будем. Будем всегда, как это делали до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизни наших ребят, наших военнослужащих. Что касается тренировки стратегических наступательных сил, это в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России. Стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и союзного государства в полном объеме. И мы уже тоже говорили об этом. Это факт, который всем хорошо известен, всем специалистам в военном мире. Так называемая современность наших вооруженных сил, вернее, сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне, ну, наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она на более высоком уровне находится, как минимум, всех ядерных государств. Теперь по поводу того учения, которое было проведено, я бы попросил начальника генерального штаба доложить еще об одном событии. Я так коротенько упомянул о нем в своем вступительном слове. Речь идет о испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом известная и оценка Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса
говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, это понятно, там нужно все регламенты осуществить, но тем не менее ключевые задачи сейчас они достигнуты, насколько я понимаю, и хотел бы услышать мнение начальника генерального штаба. Товарищ Верховный Командующий, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел. И на ядерную установку. На ядерной силовой установке, да. И так технические характеристики буревестник вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Сколько тысяч километров? 14 тысяч. 14 тысяч. И в воздухе находилось? Ну, около 15 часов. И это не предел. Не предел. Да. Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, на что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах. Есть. Теперь, что касается противника, заблокированного в тех регионах, о которых вы сейчас доложили, без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия до этой деблокации, до этого деблокирования. И в этой связи я к вам сюда и прибыл для того, чтобы послушать прежде всего мнение командующих группировками. Как вы планируете строить в ближайшее время, с учетом сложившейся ситуации, боевую работу веренных вам подразделений?